Семья приобрела с виду ничем не примечательный дом, жилище было не в лучшем состоянии и нуждалось в срочном ремонте. Не теряя времени зря, пара приступила к ремонту. Комната за комнатой потихонечку они стали приводить дом в порядок. В ванной они нашли старую аптечку, в которой помимо микстур и пилюлей находился листок с цифрами. Супруги о недоумении пожали плечами, но не стали выбрасывать листок. И вот ремонт дошел до кухни. Отодвинув старый кухонный гарнитур, пара неожиданно для себя обнаружила сейф в полу. Судя по слою пыли, его никто не трогал не менее полвека, но кодовый замок выглядел вполне исправно. Дело оставалось за малым — найти код, и тут пара вспомнила о том самом листочке с цифрами. Несколько попыток, и тяжелая дверца открылась. Увидев содержимое сейфа, молодые люди ахнули от изумления. На дне металлического ящика аккуратными стопками лежали пачки денег, рядом стояла бутылка виски, книга и лотерейный билет. Муж сперва побоялся вытаскивать предметы, вдруг они заминированы. Но вскоре любопытство взяло верх над здравым смыслом. К счастью, никакой бомбы внутри не было, и супруги начали осматривать свой клад. Первым делом считать деньги, и все купюры были 100-долларовыми. В общей сложности там оказалось 50 тысяч долларов. Это и сейчас большие деньги, но тогда это были баснословная сумма. Далее супруги принялись осматривать книгу. Неприметное издание в синей обложке оказалось самой интересной их находкой. Книга называлась «Руководство для озадаченных» автора Шумахера и выпущена в 1937 году. Открыв ее, они обнаружили фото Грегори Пека. На обратной стороне снимка была надпись: «Аллан, у меня есть книга, которую ты должен прочитать. Я подчеркнул несколько важных мест. Твой друг Винсон». Подсказки находились на 1,7,11,14 страницах. В начале книги супруги обнаружили карту США, на которой был выделен штат Аризона с крестиком над городом Меса. На 7-й странице был выделен текст. Один из способов взглянуть на мир в целом — это карта, то есть какой-то план или схема, которая показывает, где можно найти различные вещи. На 11-й странице были подчеркнуты слова «Нам дали такие плодотворные результаты». И на этой же странице было фото какого-то старого дома. На обратной стороне снимка была надпись, где одно дерево становится 3. А на 14-й странице был выделен целый абзац, который можете перевести сами. Помимо прочего, в книге был лотерейный билет, на котором было отмечено 3 числа. Отец семейства предположил, что это может быть ключом от другого сейфа, который находится рядом с трезглавым деревом. Если вы думаете, что семья ринулась на поиски второго сейфа, то вы ошибаетесь. Они убеждены, что эти вещи им не принадлежат. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.